Поднимите свой рейтинг ФИКО. 10 шагов к повышению вашего кредитного рейтинга. Получите кредитную карту заранее. Как правило, вам должно быть не менее 18 лет, чтобы открыть собственную кредитную карту. Это не означает, что вы не можете владеть кредитной картой в качестве совладельца карты с кем-то, кого вы знаете. Этот человек может быть членом семьи, другом или кем-то, кому вы доверяете поддерживать нулевой баланс из-за его подтвержденной кредитной истории. Этот человек должен быть заслуживающим доверия и не в финансовых затруднениях. 2. Копилка. Примечательным термином для вышеуказанного действия является совмещение. По сути, найдите кого-то с картой, которая имеет а. Высокий кредитный лимит, б. Коэффициент использования ниже 15%, заслуживающую доверия надежную кредитную историю, где вы получите одобрение, чтобы быть добавленным к их кредитной карте в качестве совладельца. Если вы являетесь основным владельцем учетной записи, я рекомендую вам сохранить кредитную карту для совладельца, если вы не хотите рисковать тем, что они взимают плату со счета, по крайней мере, до тех пор, пока вы не разъясните, как следует управлять их картой, или пока вы полностью не доверяете их методам расходования/оплаты. Убедитесь, что коэффициент использования всех кредитных карт ниже 30%. Это означает, что ваши долги составляют менее 30% от общего лимита карты. Если ваш кредитный лимит для вашей карты составляет $2500 США, вам необходимо поддерживать ежемесячный баланс от 0 до $750 США, чтобы эта карта положительно повлияла на ваш кредит. Чем ниже соотношение, тем лучше, поэтому лучше всего использовать от 0% до 15%. 4. Получите удаление с карт с коэффициентом использования более 30%. Если вы являетесь совладельцем кредитной карты, которая используется более чем на 30%, узнайте, могут ли вас снять с карты, если этот долг не по вашей вине. 5. Увеличьте кредитные лимиты. Математически, если вы увеличите общий доступный вам кредитный лимит, вы минимизируете воздействие на свой кредитный рейтинг, когда вы вынуждены нести более высокие долги. Например, если у Джейн есть кредитный лимит в размере $25 тысяч США, а $300 США сняты с ее карты, ее коэффициент использования составляет 1,2%, что выглядит как образцовый пользователь кредитной карты с низким уровнем риска. Дженни, у которой есть кредитный лимит в размере $2500 США, из которых $300 США сняты с ее карты, имеет коэффициент использования 12%, что выглядит как средний пользователь кредитной карты. Некоторые люди предупреждают: не увеличивайте кредитные лимиты, потому что вы потратите больше и попадете в ловушку высоких процентных ставок, которые вас ошеломят. Самоконтроль жизненно важен. Тот факт, что у вас высокий лимит, не означает, что вы должны тратить больше или не поддерживать погашенную карту до каждой установленной даты. Не тратьте больше. Просто поддерживайте более высокие кредитные лимиты. Вы можете увеличить свои кредитные лимиты, звоня в свой банк для каждой кредитной карты каждые 6 месяцев. Примечание. Запросы кредитного отчета приведут к мягкому или сильному воздействию на ваш кредитный рейтинг. 6. Поддерживайте активность. Некоторые вознаграждения или карты магазина требуют ежегодного использования или их действие неожиданно аннулируется. Обязательно используйте свои карты или будьте в курсе, когда карты автоматически аннулируются,
если они не используются в течение определенного периода времени. 7. Поддерживайте ненулевой баланс. Да, ты меня слышал. Вашему кредитному рейтингу поможет тот факт, что вы поддерживаете баланс, например, в размере $20 США на своей карте вместо того, чтобы погашать свои кредитные карты на 100% каждый месяц. Банкам нравится, когда вы поддерживаете баланс, потому что они получают проценты на этот баланс. Обязательно поддерживайте небольшой баланс, если вы не хотите, чтобы на ваш счет ЭФИКО повлиял тот факт, что все ваши карты поддерживают нулевой баланс. 8. Максимально увеличьте возраст кредитных карт и ЭФИКО Score. Чем дольше вы владеете своей кредитной картой, тем лучше. Возраст кредитной карты или количество лет, в течение которых она принадлежала кредитной карте, будет означать, что вы представляете меньший риск для банка. Вот почему первый шаг – получить кредитные карты как можно раньше, даже до того, как вам исполнится 18 лет. 9. Разнообразьте свой кредитный отчет. Кредитные карты, бонусные карты магазинов, ипотечные кредиты и автокредиты по-разному влияют на ваш балл ЭФИКО. Обязательно разнообразьте то, что вы указали в своем кредитном отчете. Наличие ограниченного количества таких долгов или отсутствие диверсифицированного доступа к этим различным типам долгов повлияет на то, как банки будут относиться к вам как к рискованным. Это также влияет на ваш ЭФИКО Score. Повышенное разнообразие, поддерживаемое при низких балансах, означает, что вы являетесь образцовым владельцем кредитной карты с низким уровнем риска. 10. Перестаньте без необходимости отменять кредитные карты. Отмена вашей кредитной карты должна быть стратегическим действием, реализованным, когда плюсы перевешивают минусы ее обслуживания. Увеличьте возраст кредита, указанный в ваших отчетах ЭФИКО. Если вы закроете свой счета, средний возраст кредитного счета будет ниже, и это будет означать, что вы являетесь владельцем кредитной карты с более высоким риском. Точно так же поддерживайте карты с высоким кредитным лимитом, чтобы они не закрывались без вашего разрешения. Надеюсь, вам понравились эти обязательные советы. Наслаждайтесь наблюдением за стремительным взлетом вашего счета ракеты с продуманными стратегическими действиями, которые показывают, что вы заслуживаете высокого балла ЭФИКО. Пожалуйста, следуйте за мной. Присоединяйтесь к Medium, используя мою реферальную ссылку https://medium.com/собака-релисермахин/membership. Отправьте совет через полоску https://buy.stripe.com/aeizbgova. Подписаться. Добро пожаловать на наш богатый знаниями канал, где мы верим, что можем сделать жизнь лучше с помощью подробных исследований и обмена советами и рекомендациями по широкому кругу тем. Наша цель – предоставить вам исчерпывающую информацию о биткоинах, бизнесе, криптографии, знакомствах, образовании, реагировании на чрезвычайные ситуации, предпринимательстве, финансах, еде, уходе за волосами, здоровье, инновациях, вдохновляющих историях, лидерстве, жизни, любви, естественной жизни, производительности, психология, отношения, пенсионное планирование, уход за кожей, управление прыщами, социальные медиа, спорт, стартапы, технологии, путешествия, красота, фитнес, упражнения, наука, недвижимость, питание, тренировки, образ жизни веган, фондовый рынок, маркетинговые стратегии, инвестирование, возможности пассивного дохода,
приключения, видеоблоги, дайвинг, подводное плавание, роскошная жизнь, денежные советы, онлайн-программное обеспечение и приложения, искусственный интеллект, влияние музыки на мировое благополучие, методы самосовершенствования, руководство по запуску, личностный рост с GPT, 3 технологии, создание богатства и управление деньгами. Наш контент основан на тщательном исследовании, предоставляя вам глубокие знания и практические советы, чтобы улучшить вашу жизнь и добиться успеха в различных областях, оказывая при этом положительное влияние на мир вокруг вас. Для каждого языка есть свой альбом плейлистов с пометкой «Всеохватывающий языковый плейлист», который предлагает трансформирующий опыт, который обещает улучшить жизнь зрителей несколькими способами. Этот контент вдохновляет на личностный рост и дает зрителям возможность выйти из своей зоны комфорта, преодолеть трудности и полностью раскрыть свой потенциал в области здоровья, отношений, бизнеса, финансов и других тщательно изученных академических тем аналитиком данных и ученым Алисой Ихюн. Давайте отправимся в это преобразующее путешествие, где каждый день приносит новые открытия и возможности для роста и расширения возможностей с надеждой на улучшение нашей жизни и успехов, а также улучшать мир и жизнь других людей.